если ваш мужчина может выступить в отношениях в роли злого гения, например, вы чувствуете, что он соблазняет других женщин, например, да, или что он склонен к каким-то интригам, сплетням, хитростям, может быть, к азартным играм, а может быть, к выпивке. То есть, если вы чувствуете, что ваш мужчина Велиал, ну тогда прислушайтесь к этому раскладу. Вы оба молчите, но ваше молчание порождает напряженность. И мысли закрадываются, а не вмешивается ли кто-то, что-то в ваши отношения. И есть ли негативное влияние на ваши отношения, прямо сейчас вы можете подсмотреть и приоткрыть тайную завесу того, что беспокоит вас в ваших отношениях. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим, есть ли магия, магическое влияние, негативное влияние между вами на отношениях. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. И сегодня мы с вами проведем 5 отдельных коротких раскладов. Вы можете выбрать один конкретный расклад, а можете выбрать все или комбинацию. И если вы выбираете все, ищите свой резонанс. Если выбираете комбинацию, смотрите, какие варианты. Ну, а самый точный, ну, хотя это тоже все относительно, вариант по одному варианту, да, вы будете смотреть, ну, как бы насколько больший отклик у вас в одном раскладе. Итак, начнем с того, что вы определитесь со своей колодой, тайм-коды на колоды вы найдете в описании, и давайте начнем с первой колоды. Коротко о ситуации вашей. Коротко о ситуации, расклад номер 1, первая колода. Ну, смотрите, здесь мужчина, если ваш мужчина может выступить в отношениях в роли злого гения, например, вы чувствуете, что он соблазняет других женщин, например, да, или что он склонен к каким-то интригам, сплетням, хитростям, может быть, к азартным играм, а может быть, к выпивке. То есть, если вы чувствуете, что ваш мужчина Велиал, ну, тогда прислушайтесь к этому раскладу. Давайте вторая карта. Ситуация. Ну и тут, знаете, выпадает сразу Левиафан. Левиафан здесь в этой колоде выступает в роли антихриста. Соответственно, вы можете, если вы чувствуете, что прямо очень сильное влияние темных сил идет на вас, на мужчину, или мужчина транслирует какой-то сильный негатив, да. Ну и третья карта. Ну и здесь есть неупокоенный, а неупокоенный мужчина становится как минимум, ну, знаете, неугомонный, да, то есть он вот как будто бы его охватил злой дух или злая энергия, темная энергия. Или вот он во все тяжкие пустился в какой-то негатив, от него идет. И вот он не может успокоиться. То есть вот такая ситуация. То есть мы пока не смотрим, мы не говорим, есть негатив, нет, да. Мы просто говорим о ситуации, где мужчина либо превратился в какого-то злого гения и не может никак угомониться, и как будто бы из него идет, ну, он транслирует ад, да, вам, на вас или ваше окружение. Ну, давайте посмотрим более детально теперь. Более детально. Ну, смотрите, центральная карта в первом раскладе Левиафан Антихрист. Ну, посмотрим, да. Может быть, течению или развитию в ваших отношениях проявилась какая-то темная энергия. Вот это еще может быть. Ну, и вы ее чувствуете, да, как Левиафан. Так. Так, и, ну, давайте третью нижнюю. Скорее всего, вы подозреваете мужчину в отношениях на стороне. То есть здесь может быть такая ситуация, что у вас есть соперница, вы об этом подозреваете. Букет на него, и тут двое, да, получается, как бы отношения скорее в треугольнике. Но здесь Мабон, у меня такое ощущение, что вы уже делали чистки. Весеннее равноденствие – это о снятии чего-то. Если не делали, то, может быть, это знак, что лучше сделать.
Ну и Солнце. Если вы делали чистки, то, скорее всего, нет ничего. Если не делали чистки, то желательно сделать, особенно к весне. То есть весной лучше это сделать. Или до весны у вас уже прояснится ситуация таким образом, что вы будете понимать, вам надо это делать или нет. Ну и смотрите, если до весны, вы чувствуете сейчас, что это есть, и вы еще не делали, то до весны вам будет очень тяжело угомонить вашего мужчину и его неупокоенный, да, может быть, неупокоенный даже больше, да, то есть здесь вообще неупокоенный, да, то есть он в контексте, что у него нет покоя, и он как непокойник, да, то есть это вообще о духе мертвеца, да. Давайте так скажем, если до весны вы не сделаете, и это есть, и вы не сделаете до весны, то вам будет очень тяжело эти отношения дальше развивать и влиять на них уже. То есть это уже будет, давайте так, к тому времени, к весне, да, если вы смотрите до весны сейчас, темные силы, скорее всего, окончательно поглотят, если они есть. А так, если вы делали чистку какую-то, то, скорее всего, сейчас ничего нет, особенно если вы не ощущаете какого-то негативного влияния. Да? То есть, если вы чувствовали, что тут ничего нет, значит, все хорошо. Вот такой вот первый расклад. Свои ощущения, переживания напишите в комментарии. Окей. Давайте посмотрим расклад номер 2. Всегда помните о том, что индивидуальная диагностика – лучшее средство, да, где есть фото, как минимум. Расклад номер 2. По раскладу номер 2 идет вот эта колода. Смотрите, здесь речь идет о партнерах, которые имеют близость, половое начало. То есть между вами была близость, и если между вами близости не было, то, скорее всего, это не ваш расклад. Скорее всего, есть человек, который вам завидует. Скорее всего, есть соперница. Мужчина, смотрите, может быть и соперник. И здесь можно подозревать кладбищенское что-то. Но пока это подозрение. То есть основное, все-таки, смотрите, что-то связано с кладбищем. Может быть, недавно кто-то ушел в мир иной. Может быть, чувствуете это кладбище. Соперник, соперница, завистники. И близость с тем человеком, о котором идет речь. Да, с вашим партнером. Давайте перетасуем все-таки. Здесь колода очень большая. Я ее уже перетасовывал несколько раз до расклада, но долго не будем заморачиваться, как говорится. Первая карта, вторая карта и третья. Итак, первая карта. Тут уходящая луна. Пока что похоже, но мы будем ее толковать все-таки больше, как будто бы ваши отношения, вы чувствуете, что они остывают или он охладевает к вам. Пока что вот это идет. Молоко часто говорит о чистке. Скорее всего, вы тоже уже, как и в первом варианте, делали чистку, но молоко может говорить о том, что нужно почистить. И любовь, я бы вам рекомендовал все-таки по второму варианту провести профилактическую чистку ваших отношений. Если вы делали уже чистку и не чувствуете ничего кладбищенского, такого, знаете, сны страшные, или, может быть, где-то какие-то кресты, или, может, гвозди, иглы, да, вот такое, или землю вам не подсыпают. Если есть завистница, и вы видите землю, всякого рода гвоздики, иголочки и так далее, где угодно, среди ваших вещей, вы понимаете, что это не ваше, тогда здесь может быть подклад на разрыв ваших отношений. Тогда это ясно как молоко или ясно как белый день. А если у вас этого всего нет, значит у вас все чистенько, особенно если вы почистились. В принципе, добавлять тут ничего нет, нечего, но если вы чувствуете, что ваша любовь идет на спад, подозреваете завистников, соперников и видите какие-то подклады, то... И да, если вам вдруг разлили молоко на порог,
такое часто вот приходишь, и что-то на пороге белое. Молоко могло бы быть. На него иногда делают переклады. Расклад номер 3, друзья. Третья колода. Третья рубашечка. Давайте посмотрим, что здесь. 1, 2 и 3. Инквизиция. Пока что я не буду никак не буду толковать эту карту. Но здесь больше, скорее всего, знаете, как идет, вам что-то навязывают. Все равно инквизиция – это навязанные догмы, и причем за эти догмы вам приходится страдать. Не могу сказать пока по первой карте, она здесь фоном идет. Черная книга. Сама по себе колода темная, но тут хватает светлых карт. Очень много их. Но подозревать можно. Подозревать можно, но пока что я подозревал бы одного из партнеров в чем-то здесь. Ну и Вельзевул нечистый. У меня такое просто ощущение, что просто либо от вас идет негатив на него, да, на партнера, либо от партнера на вас. То есть я бы подозревал здесь, вашего партнера пока что на нем именно, не на ваших отношениях, а именно на нем, и он может быть источником какой-то темной энергии. Например, чернокнижником, черным магом, или просто иметь какое-то там проклятие, да, по жизни. Особенно, если замешаны священники или эгрегоры религиозные, да, вот, допустим, у него или там у нее, если мужчины смотрят, то кто-то из священников, да, такой тоже может быть, да. Давайте смотреть. Первый якорь. Смотрите, здесь, скорее всего, партнер вас привязывает к себе. То есть, на отношениях на ваших магия идет от партнера. Или от партнерши, если мужчины смотрят. Да, вас не хотят отпускать. И, скорее всего, есть магия. Если вы чувствуете, что что-то не то, и на вас магичит партнер, то, скорее всего, это тот самый случай третий. И здесь иллюзии. Скорее всего, морок на одном из партнеров. Особенно, если у вас розовые очки. Вроде бы у вас все так классно. Но вы пребываете в иллюзии, и над этими иллюзиями сам Вельзевул нечистый. И, скорее всего, вас не хотят отпускать, вас останавливают, якорят. И воздействуют, не просто на вас, да, хотят вашу душу себе заполучить, да, чтобы не отпускать, потому что мотивы могут быть разные. Да, но эта магия, скорее всего, на вас от партнера идет, а не на ваших отношениях со стороны кого-то, там, соперника или соперницы. Здесь, конечно же, лучше проверять индивидуально, но смотрите, если вы чувствуете, как будто бы вы живете с камнем на шее, или с камнем на сердце, или с якорем на сердце, или не чувствуете легкости и свободы, но при этом вроде бы как все классно у вас, розовые очки иллюзий. Таким вот образом, и прислушайтесь к себе, насколько это правда, можете написать в комментарии. Окей. Расклад номер 4, или колода с вот этой рубашкой. Давайте посмотрим. Здесь должно быть просто, знаете, вот есть случаи в отношениях, где какое-то безбожное, да, отрицание идет чего-то, отрицание высших сил, отрицание Бога, например, да, то есть, знаете, как будто бы, как будто бы такая ситуация, что вашего партнера окутывает темная энергия, да, вот она его пытается им завладеть, да, вот такое вот пока что. Или человек пытается отречься от чего-то, отказаться. Может быть, было вот такое, что все хорошо и резко все плохо, вот прямо резкое движение. Здесь идет ученик чернокнижника, но
вашего партнера или партнершу соблазняют. Ну и царица, у вас очень жесткая соперница. Вот это тот случай, когда есть жесткая соперница. И у вас идет такое, знаете, соблазнение, может быть, даже близости не было. Если была, то все равно идет соблазнение. Да? Вот мужчина может быть между двух женщин. Тут, скорее всего, что-то есть, но посмотрим все равно. Пока что вот по ситуации вы соперничаете за женщину или за мужчину. Да? Вот если мужчина за женщину соперничает, тогда у него соперник. А если женщина, то за мужчину соперница есть, скорее всего. Но главным показателем такое ощущение, что от вас резко отвернулись. Смотрите, здесь отвернулся, да, человек. И здесь как будто бы, да, он отрицает что-то. Хорошо. Смотрим. Пока что я буду подозревать вас, что вы себя накручиваете. Но посмотрим. Это может быть и ваша интуиция. Если здесь две карты хорошие, то вряд ли. Нет, здесь развал ваших отношений. И этот самонастрой, это, знаете как, может, вам говорят, что вы себя накручиваете. Ну, например, друзья, да, подруги. Может быть, ваш партнер говорит, да ты себя накручиваешь. То есть это может быть идти и от окружения, да. Но здесь развал, и если у вас есть соперница, то, скорее всего, это вот прямо такой вид магии есть, развал называется. И просто вы уже не накручиваете себя, а просто думаете об этом 24/7, да, вот как-то так, да. Видите, он, наверное, якорит этот на свечу, да, на черную свечу фокусируется камера. Ну и черная кошка. Если есть соперница, и резкое отрицание идет, и человек идет, как бы, внимание его скачет от вашего образа к образу другому, а здесь образ есть, обратите внимание, да, то черной кошкой является вмешательство какого-то конкретного, ну, как бы, вида влияния, кроме как названия. Развал здесь я не вижу. Но черная кошка – это в любом случае помехи, и вот в этом случае здесь, скорее всего, есть то, что называется развалом на отношения. То есть ваши отношения хотят просто развалить. Ну и последний расклад. Номер 5. Но не спешите убегать, у нас будет еще такой бонус приятный. Советы будут. Советы, подсказки будут. Так, хорошо, давайте, что происходит? Клир, мужчина или женщина относится к какому-то сообществу, не обязательно религиозному, ну, то есть работает или, ну, не обязательно работает, может, ведет бизнес в каком-то кругу людей, которые исповедуют какую-то одну, например, корпоративную этику. То есть речь идет о группах людей. Здесь помощник какой-то идет, Варахаил помощник. Может быть, этот клир – это уже человек, который вам что-то чистил, да, делал чистки. Ну и Юпитер, вы знаете, речь идет о мужчине особенно, который может управлять группами лиц, он может быть руководитель, политик, влиятельный мужчина. Может быть, уже работали вы на мужчину какого-то, и вас чистил мужчина. Здесь очень сильные мужские аспекты. Ну и помощник – это тоже мужской аспект, да, то есть, скорее всего, вы уже чистили человека, чистили отношения. Если не чистили, то ваши отношения, скорее всего, защищает очень сильный ангел-хранитель, давайте так, или ваш ангел-помощник. Ну, вот такая ситуация. Но по Юпитеру здесь еще можно сказать, что человек не бедный, с одной стороны, либо вообще человек не придерживается каких-то материальных якорей. Но вот это тоже может быть здесь по ситуации, да. Но мужчина не бедный и не якорится на материальном, да. То есть не жадный, как минимум, да. Но опять-таки относится к какой-то группе лиц. Группа лиц тут есть. Юпитер – это власть над толпой, да, или над группами всегда. Но маска пока что-то может скрываться. Или что-то скрывалось, скорее всего. Меч – какая-то прямо или защитник у вас, или вы это уже снимали с ваших отношений. И пустота. Я скажу так. Если вы что-то чистили, уже счищали с себя, то, скорее всего, ничего нет.
По ощущениям, я бы сказал, что, скорее всего, у вас все классно, если с вашим, особенно мужчиной, ничего дивного не происходит. То есть, если у вас все хорошо, то здесь все чистенько. Я не могу сказать. Если вы не чувствуете никакой лжи от партнера, или была ложь, а сейчас стабилизировались отношения, если вы делали чистки, если вы ставили ангела в охрану себе и ему, да, то есть укрепляли защиту, то все нормально. Я бы сказал, что в этом случае все нормально. Но если вы чувствуете, что прямо, знаете, главным таким негативным символом есть здесь птичьи, да, то есть и ангел, да, с крыльями, и черный ворон. Вот если чувствуете, что что-то черноворонье есть здесь, то тогда лучше проверить это на индивидуалке. Поэтому давайте так, последний расклад, скорее всего, все чисто, особенно если чистились, и если вы не чувствуете ничего плохого. И поблагодарите ангела-хранителя за то, что он у вас есть, он у вас тут есть. Возможно, вам ангел-хранитель помогает. Если чувствуете какие-то сомнения по маске и пустоту, опустошение, или как будто бы вам вонзили, клинок в сердце, да, вот вас, например, начал ваш партнер или партнерша вас именно обижать. Проверьтесь на всякий случай. Вот если вот такие вот месседжи вы слышите, то... Хорошо, давайте по подсказке на каждую колоду, на каждый расклад, на каждый случай. На расклад номер 1 подсказка, на расклад номер 2 подсказка, на расклад номер 3, 4 и, давайте на последний будет последняя карта. Окей, уверен, что вы можете выбрать подсказку независимо от своего расклада, а пару подсказок каких-то в любой комбинации можете все прослушать, как вам удобно. Итак, подсказка номер 1. Прислушайтесь к своей душе, к своему бессознательному, к своей интуиции, будьте осторожны. Потому что все-таки змея есть, то есть осторожность вам не повредит. И подсказка номер 1, все-таки Луна и змея – это женщина, поэтому для первого расклада будьте внимательны с женщиной, от которой может быть опасность. Да? Расклад номер 2, совет. Обратите внимание, если вам... прямо у вас нету сил, да, или вам ничего не хочется, или вы постоянно хотите спать, или вот такая ситуация происходит, вот такое положение у вашего партнера, особенно в интиме, тогда это может быть просто дополнительным симптомом в том негативе, о наличии негатива, да. То есть, например, на мужчину ставят остуду, да, и он, у него на вас не поднимается его жезл, да, или интерес, как говорится. Подсказка номер 3. Смотрите, здесь выпадает сам Всевышний или Творец, или то, во что вы верите, да, на высшем уровне. Прислушайтесь внимательно. Вам этот расклад идет от высших сил, да, то есть как послание Бога, да, или Создателя. Или это важный очень расклад для вас, и игнорировать его вам не нужно. Расклад номер 4, совет. Леший, девушка, я бы так сказал, вам совет такой: рассмотрите в своем партнере, особенно в мужчине, что-то хорошее. Возможно, вы навешиваете какие-то ярлыки. Леший, с другой стороны, достаточно тяжелый такой архетип, да, давайте так скажем, темного чего-то. И присмотритесь к его поведению, к его стилю жизни, к его манере общения. И прислушайтесь, и присмотритесь прислушайтесь к тому, что он говорит, и присмотритесь к его глазам. Особенно, если они у него зеленые. Если в этих глазах вы видите что-то тревожное, то, возможно, это просто признаки каких-то негативных моментов, не обязательно магии. А если он у вас был ангелом и превратился прямо в лешего, то это может быть одним из последствий какого-то влияния. И последний совет. Высшее начало. И здесь карты говорят о том, что, возможно, у вас есть очень мощный ангел-хранитель, высшие силы вам помогают, но помните о том, что ваша благодарность – это и есть не только прикормка высших сил, но и откуп, и та плата, которая просто обязана быть от вас из материального мира для высших сил.
Ну, эта карта говорит о том, что с высшими силами и высшими началами вам нужно укреплять отношения, прикармливать, поддерживать, откупаться и укреплять, возможно, где-то защиту ваших отношений. Світла вам та вашому всесвітові, і нехай ваші відносини будуть завжди світлими, вільними та щасливими. Почуємось, побачимось.